Я решил отправиться глубокой ночью в село, которое было сожжено 80 лет назад во время войны, чтобы оставить там камеру и посмотреть, что она запишет в том жутком месте. Но еще на подъезде туда у меня сломался мопед, а из посадки начали доноситься странные звуки. Позже мне удалось добраться до того места, но мой эксперимент прервало событие, из-за которого мне пришлось бросить все и уезжать прочь. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Да что опять за херня, сука? Ну заводись ты! Ну... Давай! Всем привет, вы на канале Шульц Любопытный. И сейчас уже в начале 12 ночи я еду в одно интересное место. Это когда-то было село, большое село, которое находилось в ложбинке. Но после Второй мировой войны оно полностью исчезло. И местные жители рассказывают, ну как местные жители из округи, что там часто происходят очень странные вещи. Например, там часто ломаются трактора, когда хотят покосить поле. Там несколько человек сожрали ночью волки, зимой вернее, сожрали волки, но правда это было в начале нулевых годов. Я сейчас туда отправляюсь, я возьму свою камеру ночного видения и оставлю ее там, чтобы она засняла, что там ночью происходит. Короче, ребята, ехал, смотрите, что увидел. Заброшенную какую-то ерунду по дороге. Так, ребята, вот это место. Это какой-то, не знаю, заброшенный колхоз или что это. Тут деревня недалеко. Так он выглядит. Я быстренько гляну, что там есть. И поеду себе дальше, потому что я хочу попасть сегодня в ту заброшенную деревню. Блин, я так боюсь тут увидеть какого-то висельника, да. Представляете? Заходишь, а тут кто-то висит, блядь. Тут видно коровы, да, тут ходят, короче. Вот такое вот место. Уже балки пообваливались. Тут, скорее всего, коровы пережидают зной. Когда жарко на улице, они тут пасутся. Видите, какой закат сзади меня? А я еду в неизвестность. В какое-то лютое непонятное место. Надеюсь, что все со мной будет хорошо. Хотя даже сейчас мне реально очень страшно. Кто там? Бля, кто-то в посадке лазит. Сейчас расскажу, что у меня случилось. Слушайте. Кто там? Иди сюда. Там или зверь, или волк, или лиса, я не знаю. Хуже, если будет, если там человек будет ходить. Короче, у меня случилась непредвиденная фигня. Я поднимался на пригорок, подъемный такой, большой. И у меня мопед тупо заглох. Видите, перегрелся, дымит отсюда. Дымит постоянно. Я думал водой полить, но потом передумал его поливать водой, короче, вдруг там еще хуже сделаю. Не заводится ни хрена. А я уже почти подъехал к тому месту. Вот. Максимально выжил. Сука какая-то ползает. Давай! Он походу перегрелся или что с ним. Ребята, кто знает, что может произойти с техникой летом.
Фух, блин, видите? Блик от зеркала сбоку. Такое ощущение, будто там кто-то, блядь, светит. Скажу честно, мне как-то тут вообще не по себе. Я знаю, что мопед у меня часто перегревается, но в таком месте сейчас 11:30 ночи. О, есть, ребята, запустился наконец-то. Шумов больше нет. Бензин у меня. Сейчас стрелочка должна подняться. Едем дальше. Давай, родной, давай, не подведи. Ура! Едем. Короче, ребята, вот мы подъехали. Вот там вот внизу был тот населенный пункт. Видите, дорога ушла направо. И вот там вот здесь он располагался, в этой низине. Я сейчас туда приеду, посолю мопед и направлю камеру туда в долину. Понимаете, тут какие-то вон столбики остались в конце, я не знаю, что они означают. Но мы вроде как почти приехали. Сейчас я буду внимательно смотреть, что тут будет происходить. Мопед вроде как не подводит. Вроде с ним все нормально. Стремно, конечно, ребят, немного, но чего не сделаешь ради съемок. Ребята, смотрите, там вдалеке какие-то огни едут. Это примерно в то место, куда я сейчас планирую поехать. Машина или трактор какой-то, хрен его знает. На горке где-то едет, а внизу там... О, исчез куда-то. Короче, ребята, такая ложбинка. Вот так вот она выглядит. Фонарь перегревается. Просто вокруг ни хрена нет. И вот здесь вот когда-то был населенный пункт. Вот здесь вот стоял между вот этими склонами. Сейчас я направлю туда камеру. И мы посмотрим, что там происходит. Фонарем какая-то проблема. Моргать стал. Что за фигня? Что вообще происходит? О! Заработал. Сейчас, ребята, поставлю камеру. Так, ребята, записываем, что там есть. Я 5 минут просто подожду. Я потом высветлю фотографию, посмотрим, в каком спектре вообще оно все запишет и что там будет дальше. Короче, слышали крики? Мне как бы вроде сказали, что это или лисица, или кто-то орет. Ну, конечно, реально дикий крик, крайне неприятный. Какой-то дикий зверь.
Никого не вижу. Эхо. Эй! Кто там? Кто там? Говорите! Эй! Кто там? Фу, блядь, все, короче. Слышали какой-то крик непонятный, сука, как будто мужские голоса кричат. Может быть, это и не до шуток. Короче, ребята, был крик, мужские голоса вдалеке. Я света не вижу, но нереально далеко. Будем заводить мопед. Да что опять за херня, сука? Ну заводись ты. Ну. Давай! Давай, едь нахуй! Чуть не подвел меня в самый ответственный момент. Вы это видели? Вы это слышали? Это какой-то просто капец непонятный. Короче, я уехал, ребята, выехал, где-то километра 3-4 проехал. В какую-то деревню выехал, сейчас стою на холме. Я не видел ни больше ни фонарей, ни хрена. И тот, кто там кричал, я думаю, что, возможно, это те трактористы, которые там ехали вдалеке, то, что изначально я видел огни. А может быть, это и не они. Но как минимум это место очень странное. И оно действительно вызывает у меня лишь какие-то неприятные эмоции, скажу честно. 12 час, скоро будет 12. Хух, блин, казалось, что опять тот страшный крик. Вызывает лишь какие-то странные эмоции. И реально какой-то сейчас заторможенный, под впечатлениями. Но крики вы сами слышали. Может туда днем приехать, полазить там с металлоискателем, либо же просто изучить. Мы-то где-то стали старые фундаменты. Мы ж не знаем до конца, сколько там людей погибло в том селе. Наверное, они так и лежат где-то там, в том непаханом поле. Там и нашли свои могилы.